Привет, дорогие мои рукодельницы! В этом видео я покажу вам, как плести вот такое ленточное кружево. Это очень просто. Я себе из него сделала чокер. Можно также превратить его в браслет или скрутить из него цветочек, розочку. Как это делать, я уже показывала раньше в одном из своих видео. Ссылка на него будет на экране. Для тех, кому достаточно только схемы, я оставлю ее тут на экране, а тем, кому нужны подробности плетения, я покажу все очень-очень подробно. Итак, я буду плести из обычного хлопка, это хлопок Макси. Я намотала на челнок 3,5 метра нити, и у меня получилось кружево длиной 32 сантиметра. Как видите, нитку от клубка я не отрываю. Начинаю плести колечко по схеме. Оно состоит из 7 пико, между которыми по 2 узла фриволите. Плетем первые 2 узла, делаем пико. И так продолжаем до тех пор, пока у нас не будут готовы все 7 пико. Плетем последние 2 узла, пересчитываем пико, их должно быть 7, и затягиваем колечко. Теперь очень важный момент для начинающих. Для того, чтобы продолжить плетение дуги, нам нужно расположить колечко так, чтобы нити оказались слева. Визуально ориентируйтесь на схему и помните, что узлы дуги будут образовываться из той нити, которая идет от клубка. Из 2 ниток она должна быть расположена левее. Именно ее мы наматываем на мизинец, сматываем лишнюю нить на челнок и плетем дугу по схеме, а это значит 6 пико, между которыми по 3 узла фриволите. Первый узел подводим как можно ближе к колечку. 3 узла. Пико. 3 узла. Вновь пико. И так до тех пор, пока все 6 пико не будут готовы. Плетем завершающие 3 узла. Итак, мы сплели дугу из 6 пико, между которыми по 3 узла фриволите. Теперь нужно присоединить ее к серединке кольца, то есть к 4 пико. Для этого вытягиваем через него нить и продеваем челнок в образовавшуюся петлю. Затягиваем очень аккуратно, так, чтобы не образовывалось ненужное расстояние между дугой и кольцом. Теперь еще один важный момент. Готовый элемент нужно повернуть по направлению от себя, так, чтобы дуга оказалась внизу. Нить от дуги также у нас опускается вниз. Она находится перед работой. И начинаем плести кольцо точно так же, как мы делали это в первый раз. Первый узел подводите как можно ближе к месту соединения. Когда все узлы кольца сплетены, затягиваем его. Теперь будьте внимательны, работу поворачивать не нужно, но расположите элемент так, чтобы нить, из которой плелась дуга, была перед работой, ближе к вам, ее нужно поднять вверх. Нить от кольца тоже поднимаем вверх. И если вы все сделали правильно, то между этими 2 нитками расположится ножка кольца и место, где выполнялось соединение с дугой. Это очень важно, поскольку если между нитками не будет этой вот ножки, то готовое кружево будет перекручиваться и лежать некрасиво, поэтому следите за этим моментом. Плетем дугу по схеме, первый узел подводим вплотную к работе.
Когда дуга готова, расправляем ее, чтобы она не закручивалась, и присоединяемся к четвертому пико кольца. Не забудьте убедиться, что дуга предыдущего элемента направлена вниз. Выполняем соединение. Продеваем челнок в петлю и фиксируем. Вновь поворачиваем кружево от себя. Не забывайте, дуга должна смотреть вниз. Видите, получается, что нить от кольца оказывается вверху, а нить от дуги внизу, перед работой. Начинаем плести новое колечко. Все поправляем и затягиваем. Не забывайте, дуга должна смотреть вниз. Выполняем поворот от себя. Нить от кольца должна смотреть вверх, а нить от дуги, как я уже говорила, внизу перед работой. Поднимаем ее вверх, наматываем на мизинец и плетем дугу. Перед тем, как выполнить соединение, не забываем пересчитать пико и убедиться, что дуга предыдущего элемента смотрит вниз. Это очень важно. Хорошенечко подтягиваем узлы и присоединяемся. Теперь поворачиваем плетение от себя. Не забывайте это делать после каждого соединения. И плетите так до тех пор, пока кружево не достигнет желаемой длины. На сегодня все. Увидимся в следующих видео.